Друзья, приветствую вас! Это обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие движения на рынке предполагается в течение недели по рублю, доллару, евро, нефти, золоту. К сожалению, в пятницу не вышли данные СОТ СФТС. Их выход ожидается в понедельник. Там что-то они отложили, переложили. Но давайте мы без этих данных рассмотрим, какие позиции на ММВБ по фьючерсам и какие предполагаются движения. Так, ну вот календарик на понедельник. Масса статистики выходит по Китаю. Также здесь будет речь выступления европейских центробанкиров, ЕЦБ и немецкого банка. И помимо этого мы увидим объем промышленного производства год к году по Российской Федерации. Почему-то вот это вот совсем маленькое значение имеет такой фактор критичный для существования любой развитой экономики. Вот. Ну и также вечером выйдут наконец-то данные СОТ СФТС, позиции американских трейдеров, спекулянтов и других игроков по различным активам. Так, давайте посмотрим, что у нас происходит с позициями на форте. Фьючерс РТС. Здесь юридические лица сделали ставку на то, что в понедельник они ожидают снижения фьючерс РТС. Вот. Но для того, чтобы произошла полномасштабная коррекция, что здесь мешает? Мешает огромное количество коротких позиций, открытых физическими лицами. Так, далее Сбербанк. Вот по Сбербанку как раз обратная ситуация. Юридические лица делают ставку на то, что акции Сбербанка, ну то есть фьючерсы на акции Сбербанка, они в понедельник будут продолжать расти. На самом деле они, конечно, подошли к определенному уровню, и здесь вот обычно, если рассматривать предыдущую динамику таких движений, идет перекладка из одного актива ликвидного в другой. Ну, у нас есть иной кандидат, который достаточно плохо себя чувствовал в последнее время, это Газпром. Ну и мы с вами наблюдали, как осуществлялось движение в Газпроме. Так, Газпром, ну здесь, собственно говоря, тоже делают ставку на то, что акции Газпром продолжит рост. Так, ГМК, здесь что-то непонятное. Рубль-доллар, здесь ставка на то, что доллар будет расти к рублю, поскольку порезали шорты в большей степени, чем длинные позиции. Евро-рубль, здесь также ставка, нет, здесь ставка на то, что будет, скорее всего, проторговка. Нет никакой определенности, потому что длинные и короткие позиции приблизительно в одинаковом объеме увеличились. Это мы говорим о движении, которое рассматривается в понедельник или в понедельник первой половины дня. Так, далее евро-доллар, здесь тоже 50 на 50. Так, вот по британскому фунту к доллару здесь ожидают просадки. По нефти нарастили шорты, то есть ждут продолжения снижения нефтяных цен. Серебро, здесь значительное снижение лонговых позиций, то есть ожидают просадки. А вот по золоту ожидают продолжение роста, но такое вяленькое. Давайте, наверное, плавно перейдем к нефти, что у нас происходит с нефтью, потому что она, ну, во многих вопросах именно она фундаментально определяет то, что на текущий момент происходит в российской экономике. Итак, вот сейчас открыт недельный график нефти Brent. Что мы здесь видим? Но на текущий момент могу сказать следующее. Я вот там абстрагируюсь от тех данных, которые опубликовала МЭА в части снижения потребления, спроса на нефть, в части договоренности ОПЕК и так далее. Давайте вот мы на секундочку оставим это за скобками и посмотрим, проанализируем и постараемся понять, что происходит с нефтью и куда направятся цены на нефть на следующей неделе. Но вот на текущий момент что у нас получилось? У нас получилось, что была высадка пассажиров вот здесь. И эта высадка пассажиров привела к тому, что мы вернулись в диапазон, который находится от 39,62 до 43,3. Вот здесь вот. То есть на текущий момент можно сказать, что нефть болтается вот в этом диапазоне. Вниз ее не пустили, ее выкупили. И, соответственно, сейчас мы перешли в этот диапазон. Таким образом, можно вполне предположить, что движению вниз развиться не дают. Какие здесь могут быть условия на текущей неделе
для того, чтобы произошел обвал нефтяных котировок. Должно быть пробито 39.62, вот этот волшебный уровень, который ультрамариновым цветом нанесен. И здесь, соответственно, должно пойти увеличение объема торгов. И потом должна произойти проторговка. На текущий момент такого не произошло. Я думаю, что на новой неделе мы, судя по всему, такого, скорее всего, не увидим. То есть события, я предполагаю, на предстоящей неделе будут развиваться либо вот в этом диапазоне, либо нефть постарается закрепиться вот где-то вот здесь. Потому что прошедшая неделя, она показала, что несмотря на весь негатив, вот это движение, которое было на снижение нефтяных котировок, оно не получило развития. Вот. Сейчас на текущий момент наиболее вероятный сценарий, с моей точки зрения, исходя из недельного графика, это закрепление в этом диапазоне, который достаточно хорошо проторгован, и попытка закрепиться выше значения 43,3, 43,4. Вот здесь вот. Пока эта попытка ничего не дала. То есть я бы даже так сказал, что то, что произошел вот этот вот откат в конце недели и возврат вот в этот диапазон наторгованный, говорит о том, что на текущий момент нету сил для продолжения дальнейшего роста. Можно это обозначить таким образом. Давайте посмотрим дневной таймфрейм и подумаем, что может с нефтяными котировками произойти на предстоящей неделе. Недельный таймфрейм указывает то, что наиболее вероятно будет нахождение вот в этом диапазоне 43,4, 39,62, что она будет зажата и будет крутиться вокруг этих значений. Так, дневной диапазон у нас ужас-ужас, дневной таймфрейм. То есть здесь у нас получается, что произошел разворот. И по-хорошему вот этот разворот должен завершиться движением на волшебный ультрамариновый уровень 39,62. Но здесь есть и позитивный момент. Промежуточный сильный уровень 42,55 не был пробит. Поэтому наиболее вероятно, что если он не будет пробит в понедельник, во вторник и не пойдет устойчивая проторговка под ним, то вот это движение разворотное, которое возникло, оно окажется зажатым в клешнях вот в этом диапазоне. И далее по факту отбоя от 42,55 пойдет в понедельник, вторник движение на 44. Здесь будет попытка пробоя, закрепления дальнейшего роста. Но такой сценарий мне сейчас видится маловероятным. Конечно, надо еще посмотреть, как будет открываться Китай и Япония в понедельник. Но на текущий момент времени мне больше приходит на ум, что мы в понедельник увидим, наверное, пробой 42,55 вот этой оранжевой линии и полномерное движение вот в этот диапазон, а если быть точным, то на 40,39,62, вот сюда вот в эту область. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что на предстоящей неделе мы увидим движение, которое будет развиваться с целью потестить 39,62. Но опять же это будет зависеть от пробития в понедельник вот этого значения 42,55. Если оно пробивается, идет проторговка, мы видим дальнейшее развитие и движение в этот диапазон, тестирование на пробой 39,62. Если все-таки развивается пробой на предстоящей неделе вот этого диапазона, то отсюда у нас пойдет движение, цель которого будет все-таки добить 35,5. 35,5 не добили, это великое огорчение, его нужно добить и дальше либо увеличить объемы и свалиться на 33 и потом 30, либо отсюда выскочить и вернуться в наиболее вероятный диапазон, который лежит 37-41,42 по нефти Brent. То есть да, там есть привязка и к WTI, но Brent это универсальный на текущий момент индикатор, прокси, и поэтому я ориентируюсь в большей степени на цены марки Brent. Таким образом, уточняя то, что показывает недельный график, можно сделать вывод, что все зависит от пробития в понедельник, во вторник промежуточного уровня 42,55.
Если он будет пробит и разовьется под ним проторговка, мы увидим дальнейшее снижение с целью испытать 39.62 на прочность. Вот. Но опять же, исходя из всех этих данных, пока на текущий момент в большей степени наиболее вероятно, что предстоящая неделя даст для нефти нахождение вот в этом диапазоне 43,2, 39,62. Вот такой, с моей точки зрения, на текущий момент времени наиболее вероятный сценарий движения по нефти. Мы с вами видели, что по данным позиций на ММВБ юридические лица делают ставку на то, что в понедельник нефть пойдет тестировать на пробой 42.55. Так, друзья, ну и далее давайте посмотрим индекс РТС, что у нас планируется по движению индекса РТС. Я не беру здесь фьючерс, риз 12, это связано там с определенными нюансами, потому что фьючерс он активно торгуется 1-2 квартала. Если брать склейку фьючерсов, там есть определенные нюансы в отображении. Вот. И поэтому я думаю, все-таки наиболее эффективно брать просто индекс РТС. И для того, чтобы получить проекцию на фьючерс, достаточно умножить на 1000 и ввести небольшую корректировку. Фьючерс, когда начинает торговаться в начале квартала, когда происходит смена, он в большинстве случаев немножко дешевле основного актива, в том числе индекса. Это связано с тем, что там закладывается определенная стоимость привлеченных средств, которая чем ближе к моменту экспирации, она становится все меньше и дешевле. Вот, поэтому давайте ориентироваться на фьючерс РТС. Ну и там, если на индекс РТС, для того, чтобы перевести индекс фьючерс, там плюс-минус какая-то копеечка, как правило, сверху накладывается. Но в целом уровни они все более или менее коррелируют между собой. Так, друзья, ну вот если мы абстрагируемся от тех событий, тех новостей, которые протекают, и возьмем просто месячный график РТС, то мы получаем, что сейчас вот РТС вошел в зону проторговки, которая 1220-1275. И в этом месяце решается вопрос, закрепится он или не закрепится в этом диапазоне. Если он в этом диапазоне закрепляется, то у нас по сути здесь разворотная формация, которая указывает на продолжение роста. И весьма вероятно, что в декабре мы увидим ралли и движение, цель которого будет пробитие 1276 и движение с целью на 1367. Вот такая картина, она получается, исходя из анализа месячного графика индекса РТС. Так, далее недельный таймфрейм. Но у нас здесь получается гэп. Гэпы обычно всегда стремится график закрыть. Вот, на текущий момент у нас ситуация сложилась таким образом, что он пришел в диапазон 1239-1220. Он в этом диапазоне закрыл неделю. И поэтому, если на предстоящей, на новой неделе не будет пробития 1220 и проторговки под этим значением на протяжении там 1-2 дней, то высока вероятность, что у нас вот из этого диапазона пойдет переход наверх. Цель движения будет 1274. Вот сюда вот. Вот. Далее, если мы приходим сюда и у нас начинается проторговка выше этого значения, то высока вероятность того, что у нас отсюда разовьется движение, и цель этого движения будет вот сюда вот, 1526, к этому значению. Вот. Но это по сути это новогоднее ралли. То есть это новогоднее ралли, оно реализуется, если происходит закрепление вот в этом диапазоне на предстоящей новой неделе. Да, есть масса негативных факторов, есть и санкции, которые они неизбежны, потому что демократы пришли к власти и пошли какие-то несколько панические разговоры о том, что надо все резервы России перевести в золото и юани, поскольку могут быть введены санкции, в том числе, я так понимаю, речь идет и про евровые активы. С моей точки зрения, это весьма маловероятно, что такой сценарий будет реализован. Вот. В предыдущей передаче, там где про Трампа-номика, которую я выпустил в пятницу днем, я подробно свое видение рассказал, то есть какие санкции, скорее всего,
стоит ожидать и чего бояться. Вот здесь я повторяться не буду, можете послушать, посмотреть. Вот. Но на текущий момент времени, исходя из месячного и недельного таймфрейма, индекс РТС указывает на то, что весьма вероятно то, что мы получим новогоднее ралли. Так, ну и вот дневной таймфрейм. Дневной таймфрейм немножко страшненький такой. Он указывает, что произошел разворот. И этот разворот должен отлиться в движение на 1168. Здесь есть определенный момент, который заключается в том, что если в ближайшее время не будет пробития и устойчивой проторговки 1200, то есть если мы удерживаем 1200, ну даже если его проколем, ничего страшного не будет, если последует оперативный быстрый возврат, то вот эта вся формация, это по сути у нас набор позиций, который ведет сначала к движению вот сюда вот на 1275-1276, и потом следующий заход, это движение на 1320 и попытка пробить 1337. Вот. Таким образом, исходя из крупных таймфреймов, мы с вами получаем, что в целом достаточно оптимистичная картинка по индексу РТС складывается. Вот. Но опять же, здесь стоит помнить, что пробитие ключевых уровней поддержки, оно приведет к тому, что рынок начнет сыпаться. Вот. Здесь очень много всевозможных факторов, которые могут в любой момент проявиться и привести к тому, что мы получим снижение по индексу РТС и по российскому фондовому рынку. Конечно, это надо помнить, что фондовый рынок это на самом деле место повышенной опасности и борьбы крупных хищников. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас по рубль-доллар. Беру котировку USD Tomorrow. Это недельный график. Я ранее обращал ваше внимание, что есть вот такой волшебный уровень 77,3-77,35. Он для пары рубль-доллар очень важен. Он очень важен, и это как раз та точка реверсивная, которая может менять то движение, которое происходит. Вот сейчас у нас, начиная с июня, был растущий тренд в паре рубль-доллар. На текущий момент мы отработали здесь определенные уровни, определенные формации, которые были зашиты и требовали выполнения. Вот. И мы с вами получили коррекционный откат. Вот этот коррекционный откат, он как раз ровненько привел на вот это значимое значение цены, извините за тавтологию, 77,3. Вот. У нас произошло закрытие. Закрытие было выше 77,3, 77,35. На самом деле, конечно, никаких точных цифр здесь не существует. Здесь все определяется неким значением и облаком вероятности вокруг него. Но в данном случае 77,35 это точное значение. И поскольку закрытие произошло выше него, то это с одной стороны знак, скажем так, не очень позитивный, но с другой стороны, та формация, которая здесь произошла, указывает на то, что в обозримом будущем вполне мы можем не увидеть сильного роста доллара против рубля. То есть он, конечно, будет возврат в этот растущий канал, но скорее всего это произойдет чуть позже. Может быть ближе к Новому году, может быть после Нового года. Но здесь есть одно условие, выполнение которого в общем-то ломает всю эту картину, связанную с тем, что рубль будет торговаться вот где-то в этом диапазоне, в основном 77, 35, 78. Вот эта картина, она будет сломана и с очень высокой степенью вероятности не получит развития в части нахождения рубль-доллар в этом диапазоне, в том случае, если на объеме будет пробит уровень 78,3. Если он будет пробит и если здесь начнется проторговка. В этой ситуации будет означать, что сложившаяся картина на то, что рубль-доллар ушел в боковик, который находится где-то вот в этом диапазоне, что эта картина сломана и мы получаем восходящее движение, цель которого повторное тестирование 79,95. Вот этой верхней границы. Обращаю внимание, что на самом деле среднесрочные ожидания по рубль-доллар, они, с моей точки зрения, носят негативный характер для рубля, и это связано с тем, что в экономике
происходит полный ахтунг, экономика завязана на нефти и ресурсах, нефти и ресурсы, скорее всего, не будут в ближайшем обозримом будущем стоить так дорого, как они стоили последние десятилетия. Вот, по сути, мы сейчас вернулись, по одним оценкам в 2005 год, по другим в 2004, но с учетом, если вводить корректировку на инфляцию, наверное, даже где-то ближе к 2000 году, и вся покупательная способность, все возможности населения в ближайшее время, они будут только проседать. Итак, друзья, резюмируя, что я вижу будет происходить с рубль-доллар на предстоящей неделе. Смотрите, здесь вероятность того, что пойдет дальнейшее укрепление рубля, и мы пробьем 76, исходим там на 75 и на более низкие уровни, я думаю, она очень невелика, очень невелика. Вот текущая картина, она указывает на то, что здесь рубль-доллар будет находиться в замороженном состоянии. Это наиболее вероятный сценарий сейчас, который приходит на ум, исходя из того, что происходит с нефтью. Но вот этот сценарий нахождения на предстоящей неделе вот в этом боковике, он будет сломан, если произойдет пробитие и устойчивая проторговка выше уровня 78,3. То есть вот здесь есть одна точка, которая она имеет очень большое значение, это 77,35. И есть вторая менее значимая точка, но которая также является рулевой, это 78,3. Вот 78,3, если происходит пробитие, то весь этот волшебный стабильный сценарий о том, что рубль-доллар уйдет в боковик и будет какое-то время находиться в этом боковике, в диапазоне от 76,5 до 78, 77, 75, эта идиллия ломается, и мы здесь действительно можем получить тот рост доллара против рубля, который вот этой формацией был, если не сломан, то отодвинут на неопределенный срок. Так, друзья, в общем-то, это все основные инструменты, которые играют существенную роль, как ни крути, в жизни каждого из нас, гражданина Российской Федерации. Это нефть, РТС и рубль-доллар. Спасибо.